Добрый день, дорогие друзья, добрый день из зимнего, почти весеннего Кишинева. Сегодня очень хорошая погода. Я еду по своим делам на Мунчешскую, а вернее улицу перпендикулярную Ливию Димитриеву, да? Ага, все. Это вот, вы слышали родной голос? Так, сейчас уже можно камеру. Так, родной голос, угадайте, с кем мы сейчас едем. Сейчас. Вот, Сереженька вам шлет привет. Привет. Сережа, тот знаменитый Сережа, ваш любимый из нашей бригады патриотов Кишинева. Сережа, Вова дальнобойщик, я, Юра, таксист. Вот. Сейчас мы едем на Мунчешскую, на улицу Димитриева. Как она называется? Ливию Димитриеву. Ну, я проверил по карте. Она пишется как просто Димитрию. Она перпендикулярно идет от Мунчешской наверх до Дечибал, а Дечибал это бывшая, как она? От ЖД наверх, вот ботаники, как она? Толбухина. Зачем тебе старые? Надо мне. Кому надо, тот знает. Мне надо старое говорить, потому что новые. Так, не сбивай меня, пожалуйста. Улица Ленина, дорогие друзья. Сейчас будем пересекать любимую мою улицу Берзарина. Я раньше здесь вот выходил, вот тут справа была, помните, она Тимпурь такая вот, кафешка такая вот на месте номер 1. Такая классненькая, уютненькая. И я работал в ЦК ДУСАВ там внизу. А сейчас всем сельскохозяйственникам шлем привет из Министерства сельского хозяйства. Вот оно с левой стороны. И тут вот раньше был еще планетарий, да. Улица наша, проспект наш центральный, артерия городская, вот это вот главная, проспект Ленина. Сейчас вечереет, посмотрите, как интересно на здании парламента, да, или на здании парламента, как отражаются лучи заходящего солнца. Да. Не обидели себя слуги народа, да? Да. Наслаждайтесь, дорогие друзья, любимым нашим Кишиневым. Вот сейчас вот будем проезжать мимо Патрии. Вот она, Патрия. Локация все та же самая для всех старых жителей. Она так и осталась Патрией, хотя ее какой-то театр у гастрономика, вообще бред какой-то. Ну ладно. Вот парк Пушкина. Вот сейчас очень хорошо видно, мало листвы. И вот, собственно, пупок города Кишинева, памятник Стефану Челмари. Да, я взял такое изречение: пупок это из Варны, потому что Варне говорят, пупок Варны это там, где этот центр, именно Шандраваны. Шандраванами называют фонтан. Они говорят или фонтане, или Шандраван, по-разному. Да, Шандраван. Вот Сережа, кстати, тоже болгар. Вот вы не знали об этом. Я почему включаю болгарский стол? Учу его потихонечку языку. Готово. Шандраван он уже знает. Зато, а знаешь, как пылесос? Сосопол. Нет. Пылесос. Пыль это прах. Он же прах и порошок для стирки. Вот русский богаче язык. Вот на русском пыль это пыль, порошок это порошок, а у них прах. Вот пыли это прах, а тянуть, всасывать это смукать. И вот это слово у них такое: прахосмукачка, пылесос. Смешное слово такое. Вот фантазия. Анатолий Гринберг, привет тебе, дорогой. Вот магазин Фантазия, все тот же. Также он тут и стоит, рядом тоже какие-то сувениры. Органный зал, театр Михаила Минеску и бывший наш хороший парк Арбат, который закатали в плитку и сделали из него мемориал, такой безжизненный. Даже снимать неохота. Вот там вот на углу, видите, вот сейчас будем пересекать, вот мы на улице Комсомольской.
Вот театр Михаила Именинского, посмотрите во всей красе. Сейчас будем пересекать Комсомольскую, и там все тот же самый магазин книжный на углу Фэт Формос. И кто помнит, на той стороне, чуть-чуть ниже, сразу была пиццерия такая в 90-е, нулевые годы, 2000-е. Там была пиццерия, туда все ломились. Она очень была вкусная, пицца это такая. Там именно тесто было тестом, и много-много зелени ставили. Вот модные какие-то троллейбусы. Да. Пересекаем улицу бывшую Котовского. И здесь был Вина Молдовы, где сейчас оранж, видите, вот этот вот. Да, красивые застройки, такие дома, вот эти сталинские, старенькие, с высокими потолками, очень уютные, такие классные. Да, вот остановка, можете посмотреть на кишиневцев. А мы едем на Мончежскую, на Димитрию. Да. И кто жил там, на Мончежской, сейчас получит приятные минуты удовольствия в жизни. Потому что мне лично очень нравится Мончежская, какой-то там особый дух. А вот улица Армянская. Здесь раньше был хлебный магазин, и все было по-другому. Сейчас это такое голенькое чуть-чуть и какое-то трудноузнаваемое, потому что деревья посадили молодые. Кстати, эта тенденция не только в Кишиневе, она и в Болгарии тоже, кстати, я заметил много новых деревьев, да, потому что, да, ветки стареют, они падают, могут разорвать провода, поломать машину, это в лучшем случае, а в худшем... Есть свой срок. Да, в худшем случае могут нанести увечья. Вот наш переговорный пункт центральный. Сейчас это Молтелеком, уже нету телефонов, нету тех будок. Молодежь вообще даже и не знает, что это такое, какое это счастье и с каким трепетом мы ждали вот там кабина номер 3 Одесса или там Кишинев, кабина 5. С какой радостью мы слышали голос родных, друзей, близких. Сейчас у нас эти телефоны, мелифоны, но от этого наша жизнь романтичнее и лучше, конечно, не стала. Штефан Челмарич, Свинт, 65, Ленина, 65. Пересекаем улицу Измайловскую, Измаильскую. Видите, я говорю два названия, чтобы не было у вас дебатов, что она так называется или так. Главное, где мы находимся, какой номер 3RRR001. Вау, наверное, заплатил за номер кучу денег. Вот эти вот растраты. Ну что номер вот на машине там 001 там или там общее что-то, ну, статус. И люди за этот статус платят. Кому он нужен, этот статус? Ты знаешь, чем меньше цифр, тем дороже номер. Вот Сережа нас просветил. Там просто сразу даже полиция видит номер, допустим, с одной цифрой, это королевская семья. Ну вот, вы знаете, много знаменитостей есть, вот эти вот ихние высказывания, напутствия, наставления предсмертные. Тот же Стив Джобс и так далее и тому подобное. Я тоже так считаю, что в конце жизни никто из них не жалеет про статусные номера, что мало взял ипотек, мало фирм открыл, мало работал, мало взял кредитов. Все жалеют о том, что они мало жили. А что такое жизнь, вы уже знаете из моих слов, мою теорию. Есть у вас 10 лишних евро. Позвали друга на кофе, на рыбалку. Есть 20 евро, не ставьте ее под матрас. Позовите еще одного-двух друзей, идите на рыбалку, возьмите палатку, кусочек мяса, пожарьте его. Шутки, смех, анекдоты, истории. Вот это называется жизнь. Ну а вот эти вот ипотеки, это оковы на долгие-долгие годы. У меня вот один знакомый, мой родственник, взял в Испании, в Португалии ипотеку. Она закончится в 72 года. Вот он до 72 как цепной пес. А сейчас еще с этой ситуацией ожидается повышение ставок банковских. Вообще жесть. И сработаете. Даже не хочу расстраивать вас. Бульвар Гагарина, дорогие друзья. И аллея Гэри. Наш любимый, мой любимый ЖД вокзал. Вот эта вот площадь.
сквер такой, где еще есть урны советского образца, кстати. Да. Да. Любимый мой тротуар. И тут раньше был хорошенький магазин. Вот там, где светятся, видите, вот такие вот огоньки. Там сейчас Корнер Паб. Что за название Корнер Паб? Не, чтобы там Ла Пахар, Ла Моши, вон, к примеру, там Ла Плачинта, Ла Баба Марийка, допустим, там что-то такое. Не, Корнер Паб, как будто я нахожусь в Лондоне. Твою дивизию вообще тошнит меня вот от этих названий, честное слово. Как будто нету своего родного. Фет Формоса, Ляна Каснезяна, Лаур Балаур, в конце бар, Лаур Балаур, змей такой, наверное, вот там, о, Бадышка, моя любимая, видите, она еще работает, такая же забегаловка вот там на углу. Обожаю такие места, в них есть душа. А вот в Корнер Паб, Шмап, там души нету, как в Метро, Фигетро, вот эти все Кауфланты. Любимая наша улица Мунчевская. Дорогие друзья, ты навигацию не включаешь, да, ты знаешь где? Ты помнишь где? Не. Как нет? Я Был не. там. А я был там год назад, я не ориентируюсь. Где-то здесь. Где-то здесь, да. Ну, так хоть ориентировочно, все, вообще не помню. Не. Так где-то здесь ориентируюсь. Любимая Мунчевская. Ой, как она мне нравится. Какие тут раньше были вот магазины такие простецкие, столовые, рабочие, такие забегаловки, демократичные, народные. Где-то здесь была, помню, с левой стороны я проезжал, у меня на видео есть такая хлепота такая. Сейчас посмотрим. Ну, скорее всего, что нет. Люба Димитрию. Вот это, да? Вот он, магазинчик такой, видите, Люба Димитрию. Вот тот здесь жил,